I see density when it is filled with complexity of information. Я воспринимаю понятие плотности, категорию плотности в смысле сложности информации. This table is not complex in its information. Этот стол, он совсем не сложный в смысле информационной насыщенности. It's a table. Это просто стол. It is made of wood. Он сделан из дерева. It sits there. Он просто стоит. We put things on it. Мы на него что-то кладем. It doesn't communicate to me. Он со мной не общается. I don't share with it. Я с ним ничем не делюсь. It's a tool that I use. Это просто некий инструмент, предмет обихода, которым я пользуюсь. Okay, wait a second. Хорошо, There is an exception. Есть исключения. You know, there's a technique. Вы, наверное, знаете, что есть такой метод. If you take or touch something that someone else has used, you can gather information from that object that has been absorbed from the energy of another person. Вы, наверное, знаете, что есть такие методы, когда вы берете предмет, которым кто-то долго пользовался, и вы можете считывать с него информацию о том человеке, оставленном этим человеком. Like if I take a watch band or a bracelet or a scarf or whatever that somebody has worn a lot, it absorbs their energy and I can read their energy. This is a typical psychic technique. Например, если я возьму чей-то браслет или часы наручные, которые кто-то долго использовал, могу считать информацию об этом человеке. Это довольно распространенный метод. Now, unless you're either extremely weird or extremely huge, you don't wear a table normally. Ну, понятно, что если вы не чрезвычайно странный человек или не чрезвычайно огромный, то вы не будете носить стол постоянно с собой. No, it's half past the table. Время по нему смотреть. Anyway. Время пол стола. You usually don't wear a table. Ну, обычно мы не носим стол с собой постоянно. You don't embrace the table. Мы его в обнимку вот так с собой не You таскаем. don't sleep with the table. Не спим с ним. It sits there. Он просто стоит где-то. You put stuff on it. И мы на него что-то кладем. So this table, for all intents and purposes, does not have a lot of information connected to it. It's just very dull. Так что этот стол в обычных обстоятельствах при адекватном его использовании он не содержит в себе так уж много информации. Он довольно-таки такой простой. I don't feel badly for the table. I'm just making a joke for some people. Я ничего не имею против стола, я просто шучу немного. It's fine the way it is. That's its function. It serves us in that way. It's okay. Он нормальный, такой, какой он есть, в той степени, в какой он служит и полезен нам. But I see density in terms of a lot of information. Но я воспринимаю понятие категории плотности в смысле насыщенности информации. Because I can only really contact this table when I feel it with touch. Потому что я могу вступить в контакт с этим столом только если дотронусь до него. I'm not going to eat the table. Я не собираюсь есть стол. I'm fairly sure I'm not going to smell the table. Несомненно, я не буду даже пробовать его, нюхать там еще. So basically, it's a very limited way in which it interacts with me. По сути, есть ограниченное очень количество способов, каким мы можем взаимодействовать со столом. And since I'm mainly concerned with my consciousness, this is not a very significant density. И так как в основном то, что меня интересует, это мое собственное сознание, то стол он не имеет плотности, в смысле насыщенности информации для моего сознания. When I deal with people, living entities, human beings, plants or animals or divine beings, they're filled with energetic transmissions that have much energy, much information. Но когда я обращаюсь, имею дело с живыми людьми, с растениями, с животными, с божественными существами, они просто переполнены, исполнены от энергетических взаимодействий, насыщенных информацией. So I consider that very dense. И вот это уже я считаю то, что я называю плотным. Energetically dense. В энергетическом смысле плотным. This is energetically like air. В энергетическом смысле он почти как воздух. And this
that we have here, for instance, very, very packed С другой with стороны, energy. вот та атмосфера, которая у нас здесь, в этом зале, она очень насыщена энергией. In other words, words can only convey as much as your capacity to receive. Другими словами, слова, они могут ровно настолько и в той степени передавать что-то, передавать информацию, в какой вы способны ее с них считывать и понимать. Мне предлагают объяснить проблемы мои как переводчика со словом, которое Хари часто использует в последнее время, ну и раньше, наверное, всегда использовал, когда он говорит по-английски это слово embrace. Если его переводить буквально, оно означает обнимать. В английском оно имеет более широкое значение, когда говорят embrace concept, в смысле принимать какую-то концепцию, соглашаться с ней. Хари использует его в смысле, есть, видимо, еще другие более тонкие значения, которые даже в словаре все-таки не найти. Хари использует, когда говорит embrace concept, например, концепцию тоже, или embrace energy, embrace, то есть как бы обнимать или принимать энергию, embrace present moment, то есть принимать или обнимать настоящий момент. Вы, наверное, слышали, как переводчики приходит некое замешательство, стараются это как-то адекватно перевести, как правило, это не получалось. И, как мы выяснили, действительно это не получалось, потому что то, что имеется в виду, гораздо глубже и шире. И надеюсь, сейчас Хари постарается объяснить это. Okay, so the problem is, how does he deal with translating that concept? Итак, проблема в том, что же ему делать, пытаясь перевести эту концепцию. What was obvious to me becomes very not obvious when it's expressed. То, что мне казалось очевидным, оказывается совершенно не таким очевидным, когда я выражаю это, пытаюсь выразить это вам. The word does not translate not only into Russian, but into the brain of others. Это слово, оно каким-то образом не транслируется адекватно, в том смысле, в котором я его использую, не только на русский не переводится, но даже в мозг другого обычного человека. I've said this continually, that when we have these discussions of spiritual mysticism, we have a huge problem. И это всегда, говорил, всегда повторял, что когда мы обсуждаем тему духовного мистицизма, у нас бывают огромные проблемы с этим. By definition, spiritual mysticism is not about words. Потому что по определению духовный мистицизм, он не о словах. It's about concepts, but not the expression of them generally. Да, можно сказать, что он связан с концепциями, но не с тем, как они выражаются обычно. But I have to present. Но меня ожидают, я должен как-то их представлять. So what I'm doing, if you want to know, Так что же я делаю, если вы хотите это знать? I'm sending out words, Я вроде как говорю, посылаю вам некоторые слова, and I'm attaching to these words little packets of energy that are beyond the word. и я как привязываю к этим словам, которые вам посылаю, такие маленькие пакетики с некой особенной энергией, которые выходят за рамки даже значения этих слов. So the word goes out, but it's got with it something. Так что слово, из меня исходят слова, но они несут с собой еще что-то. That's actually happening. И это действительно происходит. Now, if you have been catching that, you already know it. So you go, yeah, big deal. Если вы это замечали, улавливали, то вы это уже знаете, и думаете, ну, это понятно, это мы всегда знали и чувствовали. If you haven't been catching that, I'll tell you how to. Но если вы это не улавливали, не замечали, я вам сейчас скажу, как это сделать. The only way I can transmit the tools that we need to experience spiritual mysticism in all of its depth is non-verbally. Единственный способ, которым я могу передать вам некие инструменты, необходимые для того, чтобы постичь духовный мистицизм, освоить его во всей его глубине,
Единственный способ, как я могу это сделать, это невербально. But the